Всем доброго дня! Меня зовут Мэг, и я буду вашим спутником на протяжении всех выпусков гайдов по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. На сегодняшний день игра из разряда хобби перешла в разряд реальной работы, которая мало того, что приносит огромное удовольствие, но еще и желаемую популярность и более чем достойный заработок. Миллионы геймеров мечтают о том, чтобы добиться чемпионства на именитых ивентах, поразив всех своим талантом и великолепной игрой. Но одной мечты, как правило, не хватает. Работу никто не отменял. Для того, чтобы достичь желаемой цели, нужно много и упорно работать. Доказательство тому – всеми нами известные прогеймеры, которые за счет жесточайшего труда добились своего успеха. Поверьте, вы от них ничем не отличаетесь. Нужно просто поставить цель и идти к ней, несмотря ни на что, веря в свои силы и работая над своей игрой, отдаваясь целиком и полностью своему делу. Но не будем терять времени, приступим! Свои первые выпуски гайдов по картам CSGO я посвящу самой популярной и древней карте – второму Дасту, который за 13 лет пережил огромное количество визуальных изменений. По статистике, на втором Дасте слабой стороной считается дефенс, но защита может оказаться и доминирующей стороной, если не забывать и грамотно использовать игровые стратегии, тайминги и фишечки. Все вы помните тех ребят, которые, заходя на сервер, тут же кричат «Я на Б», «Один», «Сам» и так далее. Зачастую происходит так, что на Б-базе образуется дыра, через которую постоянно берут раунды террористы, а горемык из Б-базы обвиняет всех, кроме себя. Знакомо? Я вас носит! Они на Б пошли, на Б! Какого хуя на А пошли? Какого хуя? Ты сюда приперся, блядь, не на А, не на А, иду. Держи А, Чтобы не быть вот таким вот горемыкой, рассмотрим следующие игровые ситуации. Плент Б может быть атакован террористами как из верхней темной и центра, так и с обеих позиций одновременно. Это могут быть как быстрые раунды, так и слоу-раунды с элементами сплит-атак в обоих вариантах. Начнем с первого раунда. Закупка в первом раунде должна быть эффективна. Это могут быть две флешки и дым, флеш и молотов, флеш, дым и граната. При этом обязательно обратите внимание на то, чтобы человек, который держит центр, купил диффуз, так как на каждый плент должны быть хотя бы одни кусачки. Или купите диффуз самостоятельно, если игрок на центре вас проигнорировал. Также многие про берут P250 с раскидкой, что порой бывает оправдано. При займе плента Б необходимо кинуть верхний темный дым, молотов или флеш, чтобы приостановить быстрый выход атаки, если таковой планировался. При выходе атаки на плент можно откинуть следующие флешки. Такая флешка ослепит террористов, которые проходят в сторону машины, плента и даже на платформу, и дефенс может спокойно отстреливать слепую атаку. С небольшого разбега нужно кинуть флеш рикошетом об эту часть стены, чтобы она взорвалась над двойным ящиком. Вариант займа Б с флешкой на платформу. Флеш на ходу можно кинуть в эту часть стены для того, чтобы она упала на платформу, ослепив тем самым быструю атаку на Б-плент. Еще один вариант флешки, если вы смотрите Б от дефолта, которая поможет ослепить уже выходящих на плент террористов. Если вы смотрите плент на платформе, то выходящих террористов можно ослепить такой флешкой. Стоя на месте, нужно опустить прицел чуть ниже угла этого ящика и просто опустить флеш. Успеть отвернуться от такой флешки игрокам атаки очень тяжело. Еще один вариант флешки для игры на платформе. Флеш нужно ударить об эту часть стены, чтобы она взорвалась по центру платформы и ослепила атаку. Также можно играть с АВП. После пары выстрелов по сопернику можно откинуть дым и поменять позицию.
Очень популярная позиция среди про-игроков на двойном ящике, с которой удобно и раскидывать флеши, и принимать атаку, так как попасть в защитника на этой позиции не так просто. Позицию у верхней темной в соло-игре – дело опасное, но имеет право на существование. Для таких позиций нужна уверенная стрельба, правильные действия и внезапные выпады под флешки. В противном случае атака может задавить защитника количеством. Также можно попробовать прошить в дым и создать активность на точке, добавив проблем террористам при выходе на плент. Все, что требуется от игрока, который играет на Б в соло, это выживать и нанести максимальное количество дэмэджа сопернику, для того, чтобы напарникам было проще справиться с остатками террористов. А лучше всего это делать так, как всем известный Фрайберг из команды NIP. Прекрасный пример соло-гейминга на Б-пленте. Играть Б с напарником гораздо приятнее, ведь в паре удержать плент проще, а благодаря отличным командным действиям удерживать эту точку – одно удовольствие. Занимать позиции на Б, играя в паре, нужно следующим образом. Один игрок выступает в роли раздражителя, второй же терпеливо ждет террористов, выбегающих на плент с целью задавить условную приманку, и расстреливает их в бок. Звучит жестко, но такова игра. Когда ваш напарник играет на платформе или на пленте, вы можете занять позицию у машины, позицию на ящике у темки или у забора. Если ваш напарник смотрит с плента Б центр, то вам необходимо занять позицию таким образом, чтобы вы увидели соперника раньше, чем тот увидит вашего тиммейта и убьет его в бок или в спину. Такие ошибки могут стоить вам раунда, да и напарник может сказать вам пару ласковых. Действия двух игроков на пленте должны быть четкими и слаженными. Один заманивает, другой убивает. Напарники должны страховать друг друга на благо команды. Здесь нет понятия «каждый сам за себя». Блестящий пример такой игры от Фореста Экзиста против Fnatic. Если вы приучили соперника к пассивной игре на пленте Б, то очень хорошим ходом будет аркадный раунд в верхней темной. На примере все той же команды NIP можно увидеть, что при заходе в темку игроки страхуют друг друга, чтобы их не расстреляли с разных сторон. Далее можно занять темку и сообщить о том, что у вас чисто. Или, если удалось сделать фраг, отойти обратно и занять свои позиции. Если вы играете от позиции у машины и вам нужно проверить темку, то попросите напарника накинуть вам флеш в верхний. Еще один вариант аркадного раунда – верхний через центр и нижний темный. Не забывайте бросать дым на центр. Такая тактика бывает очень полезна для того, чтобы утихомирить террористов, разбалованных свободой действий под Б-плентом. Успех в этом раунде зависит от слаженных действий между игроками с нижней темной и игроком, который играет с Б-плента. В данном случае игрок Na'Vi Seist развлекает соперника с Б-плента, откидывая дым и гранаты, тем самым привлекая к себе внимание обоих террористов. В то время как Эдвард и Старикс без раскидки тихо поднимаются с нижнего и расстреливают соперника в спину, после чего к ним подключается Сейст и отстреливает последнего растерявшегося террора. В этой тактике очень важен фактор внезапности и дым на центр. Для того, чтобы зайти в нижний, можно кинуть такой дым. Главное приучить к такому дыму соперника, бросив его несколько раундов подряд, иначе он вызовет подозрения. Можно бросать обычный дым, который занимает меньшее количество времени, и лучше, если это будет делать игрок с респом на А. Так дым ляжет на нужное место как раз в то время, когда защитники Б-плента будут пробегать центральные ворота, и им не нужно будет ждать, пока раскроется дым.
Чтобы сохранить дым для игры на Б, в центр можно бросить осколочную гранату, которая при взрыве поднимет в воздух достаточное количество пыли, чтобы закрыть обзор снайперу атаки. Для этого осколочную гранату нужно бросить на ходу в эту часть стены. После чего можно спокойно занимать плент Б с дымом и удобной позицией. Играя на пленте Б, очень важно следить за временем. Если соперник не ведет никаких активных действий рядом с вашим плентом, то есть вероятность того, что атака готовится к выходу. Поэтому в такие моменты стоит бросить верхний молотов, который задержит этот выход на несколько секунд, после чего можно кинуть флеш, а потом и дым, тем самым создав максимально некомфортные условия для атаки. Потеряв большое количество времени, террористы будут вынуждены либо менять стратегию, что заставляет атаку нервничать, либо идти на риски и действовать в дискомфортных условиях, что на руку защите. Если вы не успеваете занять плент, и его уже заняла атака, то не лезьте, отдайте точку, не умирайте даром. Займите более безопасную позицию, отстреливайте наглецов и собирайте информацию о местоположении соперника. И как только вся команда соберется и будет готова отбивать бэкплент, можно будет раскидать следующие гранаты. Один дым можно кинуть таким образом, чтобы закрыть террориста в верхнем. Следует прижаться спиной в углу у машины и поставить прицел на изгибе фонаря, после чего просто отпустить дым. Еще одним дымом можно закрыть позиции у машины. Для этого нужно встать между двумя ящиками на центре, сначала уперевшись в левый, после чего нужно сделать микрострейф вправо и поставить прицел следующим образом, после чего отпустить дым. Перейдем к флешкам. Одну флешку стоит бросить через ворота таким образом. Эта флешка ослепит позиции на платформе у большого ящика, у дальнего, и у машины. С этой позиции необходимо поставить верхнюю точку прицела на уровне крыши здания между воротами и на ходу отпустить флеш. Одновременно с этой можно кинуть вот такую флешку, которая является практически моментальной и при этом слепит те же самые позиции плюс человека в верхнем. Нужно держать прицел на этом участке земли и с разбега отпустить флешку. Еще один вариант моментальной флеши, который ослепляет платформу, плент, машину и даже верхний. Флеш нужно кидать с разбега, держа прицел на этой части неба, и отпускать гранату в момент пересечения прицела с проводом фонаря. Такой вариант флешки можно использовать для отстрела террористов, которые находятся на пленте или платформе в ситуациях, когда соперников мало, или в ситуации 1 в 1.
Флэш нужно кидать с разбега, держа прицел на этой части изгиба земли, после чего отпустить флэш и занять позицию у окна. Выйти нужно в момент ее взрыва. Играя на Б, не забывайте занимать позиции, с которых будет удобнее вести действия. На примере Кримза из Fnatic видно, какую позицию не стоит занимать, когда вы остаетесь в одиночестве на 2 точки. Лучше упасть из окна либо в центр, либо на плент и спокойно под флешку принимать Б, тем более, что она у него была. Не забывайте страховать друг друга, играя в паре, чтобы избежать таких провальных раундов. Ну и, конечно, не продавайте своих игроков. Помните, для того, чтобы играть как про, нужно не просто попадать в голову, а уметь использовать ресурсы игры в свою пользу, читать и анализировать игру соперника, играть на команду, а не на себя. Конечно, играя в миксах, зачастую очень трудно достучаться до своих тиммейтов, да и сами мы порой агрессивно реагируем на простое и дельное замечание. Поэтому терпение вам, работайте над своей игрой, не покладая рук, не играйте впустую, совершенствуйте свои игровые навыки и мышление. Знайте, что если родители и девушка вас не поддерживают, то моя поддержка и вера всегда с вами. Идите к своей мечте, и у вас все получится. Увидимся в следующем выпуске. Да какого, я же говорю, что они на А бегут!